Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Меня зовут Ирина. Всем привет из Севастополя. Сегодняшнее видео у меня будет из двух частей. Первая часть о плохом, но важном для нас, орхолюбителей. Я уже давно собиралась показать как бы последствия этого, но сейчас опять столкнулась с этой проблемой и решила рассказать более подробно. Вторая часть покажу цветущие орхидеи. А речь у нас сегодня пойдет о клещах на орхидеях. Хочу вам показать вот этот уголок. Сегодня я занималась уборкой. Вот мне подоконник, такая стоечка железная. И, в принципе, вот здесь у меня зеленый уголок, стойка такая вертикальная и уголок мебельный, где тоже находятся орхидеи. И виновница сейчас показа стояла вот на этой верхней полочке посередине. Перед вами орхидея джакаранда. Вот она стояла на полочке, той полочке железной стоечки сверху. И вот так вот я ее смотрела вот сверху вниз. Все хорошо, да, зеленые листочки, корни в росте. У нее револьверный тип цветения, то есть она доращивает свои цветоносики, и смотрю, ну, как бы со стороны, сдалека все нормально. Поливаю я эту орхидею проливом, все нормально, то есть подтянулась леечкой, пролила водичку до 2 пальчиков. И все, тут фитилек подтягивает, и я как бы спокойно, стоит орхидея, чего ее таскать. Но, как говорится, враг не дремлет, а на этой орхидее был клещ в том году, и я ее обработала двукратно. К сожалению, вот я 2 раза обработала, так посмотрела, я еще ее все пазухи прошла спиртом. Видела пожелтение листа, неправильное как бы пожелтение листа, и достаю и прихожу в ужас, шок у меня от этого вида страшного. Вот смотрите. И я уже знаю, что это сделал клещ. А почему вот я начала активно проверять те орхидеи, на которых был клещ, потому что как дошли руки выписать нормальный микроскоп. 3 года назад, посмотрев там блогера, у меня тогда клещей не было. Но я думаю, обзаведусь микроскопом. Думаю, чем мощнее, тем лучше. И вот заказала микроскоп с разрешением 100 до 250. Вот такой микроскоп. И когда он пришел, я давай все рассматривать, смотреть, но ничего не увидела полезного, потому что он очень мощный. То есть он, через него я просматривала вакуоле клетки, но не то, что было на поверхности. То есть он очень мощный. Обратите на это внимание. То есть разрешение 100 это не подходит. Микроскоп. И вот выписала недавно. Думаю, что-то меня вот подтолкнуло, знаете, вовремя. Думаю, дай-ка выпишу микроскоп, буду смотреть. Еще ролик попался, я уже не помню. Или я давно смотрела, вспомнила. Но думаю, 60 разрешения. Попробую 60. 200 рублей он на Валберес там с копейками. Думаю, 200 рублей, даже если не подойдет, потому что этот 1000 с чем-то стоил, как бы дорого. И вот купила, и он меня, можно сказать, лежит без пользы.
А это, думаю, ну 200 рублей, даже если я ничего не увижу, потому что в комментариях, кто восторженно написал, все видно прекрасно, там смотрят в основном там монетки, подлинность, там, ну и так далее. Ювелирные какие-то работы проводят сварщики, тоже довольны. А кто-то пишет, ничего не увидели. Но, в принципе, рейтинг неплохой. И я вот выписала такой микроскопчик, он пришел в таком чехле, и он, конечно, маленький оказался. Я думала, он будет чуть побольше. Он вот такой вот миниатюрный. Но вы знаете, видно, у него получается, выдвигается вот этот тубус кверху. Мне сейчас неудобно, но он выдвигается. Но мне под мое зрение не надо выдвигать. Вот у него там такие блинчики, батарейки, и вот свет. Вот у него вот такой свет яркий. И сюда у него ультрафиолетовый свет для подлинности купюр. Тоже используют. В банках вы видели, да, проверяет. Такой жестковатый. Но нам нужен белый цвет, яркий. Он, в принципе, ярко светит. И вот так его держа за это, вот этот корпус, все прекрасно просматривается. Надо просто плотненько ставить к листочку. Вот плотно, чтобы вот эта пластмассочка его плотненько. И вот так вот, играя, да, чуть-чуть настраивая изображение, передвигая потихоньку, вы просматриваете места. Какие места просматривать, какие смущают? Вот такие вот какие-то сухое место, где-то какой-то вот покусы-надкусы. Потом, естественно, здесь он более поврежден. Вот, смотрите. Вот такие места. Точечки, скопления точечек. Краевые. Вот такого повреждения. Потом вот здесь даже, здесь уже понятно, невооруженным взглядом видно, что это клещ. Я же говорю, на ней был клещ, я ее обрабатывала, но он вылез снова. Я на других орхидеях вам покажу, которые вообще ничего не видно. А на них при помощи вот этого малыша я увидела клещей. Причем клещей, ну, взрослые, я увидела с лапками. Ужас, конечно, это. И они более коричневатые. И капельки. Я сначала посмотрела на одну орхидею, которая вот рядом с ней стояла. И я не поняла. Какие-то 2 капельки всего лишь. Я все так просмотрела. Там. Особенно вот эти места, стыки, оборотные, кончики, края листика, смотрите. Я увидела 2 таких капельки оранжевые. Я думаю, ну, может, какой-то сок, что нет. Это вот клещ. Потом я уже посмотрела и видеоролики. Вот Татьяна Семенова хорошая, у нее есть ряд видеороликов. Вот она в 2020 году столкнулась с клещом, боролась. Посмотрите, тоже советую. Она очень хорошо рассказывает, обработки показывает. Там ей помог в конце дельцит. Она применила это для животных, препарат для уничтожения вот клещей. Ну, мы дойдем до препарата, я вам покажу, какие я приобрела препараты. То есть вам, ну вот, я разъяснила, что вот это уже кошмар и ужас. Это уже грубые проблемы с уходом, что допущено вот такое поедание. И, само собой, вот это тоже. Поэтому вот если вы видите уже на орхидее вот это, то есть у вас уже большая колония клещей. И надо срочно с этим бороться, прямо срочно. Вот наш прекрасный желтый леопард. Так он прекрасно отошел, я его обрабатывала, помните, я вам показывала на канале, пересадила, все прекрасно. И вот поставила я рядом вот в компанию. И думаю, сегодня дай-ка посмотрю,
То есть я начала уже смотреть. Соседний, само собой, обрабатывает, но про обработку я скажу позднее. И я к чему рассказываю, что на нем я увидела клеща под микроскопом. И где? Не на листиках, а на вот на этом цветоносе. Вот. Сейчас вот, конечно, я вот увеличиваю. Видны какие-то царапки, не царапки. Пергаментность уже не назовешь. Еще не назовешь, слава богу. Но вот на нем сидел маленькие, уже расплодились, как они идут. Там яйцо идет, потом личинка, потом нимфа и взрослая особь. 4 стадии клеща. И вот на нем стайки сидели. Я вам ставлю видео. Я, конечно, через микроскоп, еще телефон, камера, там изображение не очень. Но вы увидите, хотя бы будет у вас представление об этом, об этой, даже, ну, агат, что я могу сказать одним словом. Вот, видите, через стекло увеличительное видны вкрапления оранжевые, красноватые. Это и есть яйца клеща. Целые вот кладки. И при протирании диском я не сразу убрала все яйца. Я проверяла микроскопом и делала, повторяла вновь и вновь эту процедуру. При протирании этого цветоноса, видите, есть вот такая ржавые пятна. Это как тест, если есть подозрение на клеща, то вы можете протереть. Но что хочу сказать, что вот я протерла раз, посмотрела под микроскопом, остались. Где-то вот там, вот около чешуйки, я снова протерла. И вот это мне уже получилось, когда я его вот чуть ли не цветонос вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. И потом опять иду дальше, вот сюда. Смотрю, вот они вот тут, парочка еще есть. И еще я его вот намочила, уже другую там салфетку свежую. И уже вот опять прошла прям смоченный спиртом, салициловым спиртом. У меня 1-2% я использую. И вот так вот уже прям вот чуть ли не спиртом протерла. Также вот рядом стоял вот у меня Шуберт, Кенни Шуберт Блю Ангел. Вот я его тоже пересадила. Корешки в росте, цветочки, новый цветоносик. Здесь он револьверный тип цветения. На остатках еще доцветает. Вот где вы, да? Нигде ничего нет. А я сейчас скажу, где я нашла. Вот он соприкасался. Я уже вытерла. Вот я вам покажу. Вот сейчас. В каком листе? Вот на этом, кажется. Ну-ка. Пыталась вам снять. Сейчас. С другой стороны. Вот нашла этот лист. Вот. Видите, вот так вот внешне выглядит. Ну, она подсыхает. Ну, это ж нижний лист. Как бы все нормально. Вот сторона. И то вот, видите, вот это вот уже как бы настораживает. Этот лист нормальный. То есть они соприкасались, вот, да, здесь больное растение. И вот получается вот это вот уже проявления уже должны вас насторожить. И когда я под микроскопом посмотрела вот эти места, я увидела и крупную взрослую это особь уже, которая с лапками ползла, жуть вообще. И мелочевка вот такая в виде капелек сидела. Видно, какие-то уже такие ну, перед взрослой. Я бегом схватила вату со спиртом и протерла. На остальных посмотрела, вроде нормально.
Сейчас обрежу уже этот цветонос, который цветущий, чтобы вот это все где-то что-то не любят цветоносы, эти клещи. Тут тем более новый цветонос есть, и все пойдет в обработку. И вот я вам хочу показать две орхидеи. На них нет клеща, то есть я справилась обработками. Но это были вот одни из первых ласточек. Я вам еще тогда показала каоду, но на ней также нет клеща. И я справилась. Что хочу сказать, что я не знала, что у меня на орхидеях клещ. Ну, вот когда столкнешься, когда увидишь, вот как бы видео немного об этих, или целенаправленно ты не смотришь, не попадается тебе. И думаешь, что ну, все нормально. И вот у меня вот эта орхидея. Даун, да, бабочка, помните, красивая, молочная такая бабочка. И у нее потихоньку вот желтел листик. Один зажелтит. Я сняла, обработала. И все, и дальше. Потом смотрю, опять какое-то потемнение, почернение, посерение. Я думаю, да что ж такое? Опять сняла листик, обработала. И дальше орхидея стоит. И, так кажется, и третий листик, вот шейка, да, вот оголилась. Я даже и вообще у меня в мыслях не было, что это подъедает орхидею клещ. Особо здесь на листиках у нее не было проявлений, то есть он пошел по стволу, колония. Это потом я уже присмотрелась и увидела вот такие вот точечки. Я потом покажу поближе. Эта орхидея очень долго цветет, то есть она как бы цвела, все нормально, даже вот без какой-либо мысли. И я ее обмазывала все время и как бы прикрывала место. То есть клещу по барабану, само собой, это обмазывание. Проливала с фунгицидами, пролечивала ее. Думаешь, ну и была твердо уверена, что это у меня сухая гниль. А потом, я не знаю, что на меня навеяло. Я взяла ватку со спиртом и попротирала. И была в шоке, и увидела рыжие. А я же уже где-то просматривала эту информацию, получала, что если рыжая ватка, то это клещ. Я давай тогда смотреть и какие-то вот поеденное, какие-то точечки, покусы, какая-то пергаментность. Давай смотреть видеоролики, искать. Ирина вот показывала, я же говорю, Татьяна Семенова показывала. Вот, Ирина тоже видеосъемку вот из уютных орхидей крупно показывала. И признаки. И вот тогда до меня дошло, что это клещ. Я к чему говорю? То есть вот следующая орхидея я не замазала, специально оставила. Ну, даже вот зная, что я буду видео, да, веду канал, думаю, покажу вам, как выглядит вот это поедание. Вот это уже мне Джакаранда вот выдала буквально за январь. А это вот уже давнишнее. Просто я как бы материал, ну, не то что копила, но как бы эта тема, думаю, надо как-то видео отдельно сделать. Ну, вот все как бы сошлось. И вот это поедание, вы видите, это уже листики у нее уже отросли, хорошие. И это тоже орхидея, смотрю, так как бы вяло увидала, да, вялое такое у нее пропадание. Ничего нет, и корни вроде все хорошо. Но вот листик раз и сохнет. Она также очень долго цветет. И все мысли у меня были, ну, наверное, истощается, долго цветет, отдает силы и съедает листочки. Пролечивала ее фунгицидами. А оказалось, все вот враг, оказывается, с другой стороны. Вот такое оставляет он, высасывает
растение, да, вот ткань, это колония. И вот такая вот пергаментность стволика. Особенно вот такие вот у него вот краевые. То есть тоже обратите внимание, если есть вот такие вот такие черные, коричневые вот на вот этих складочках, обязательно проверьте ватной палочкой или чем со спиртом. Прям протрите и посмотрите, какого она цвета. Если оранжевая, то клещи надо обрабатывать. Но и все равно надо обрабатывать. Даже я вот теперь посмотрела, я же вам сказала, что вот ватка, я говорю, уже ватка у меня была, я его вот так чуть ли не натирала, этот цветонос, и уже чуть-чуть ватка окрасилась местами. Теперь по препаратам. Смотрите, я вот тоже смотрела блогеров, и Петра, вот он с клещами тоже обрабатывал, и Марину с Флавы Лавр. И, в общем, они все промывают вначале орхидеи. Промывают, чтобы смыть популяцию, да, какую-то, ну, долю, скажем, клещей. Я попробовала, ну как попробовала, я промыла вот эту свою джакаранду, промыла, и потом посмотрела под микроскопом. Остались клещи. То есть, да, они часть смылась, но они не все смылись. Хотя я такой горячеватой, не прям кипяток, но такой, ну, приятно горячий, скажем так. Водой, душем, под напором я все промывала, и грунт, и прям лила прям струей туда. Но они остались, смотрю, там были эти ягодки, эти красные. И я вот подумала, ну вот это мое мнение, честно, потому что я на следующий день, я же теперь с микроскопом, я теперь все смотрю, советую вам, искренне советую приобрести микроскоп, потому что не видно, ничего не видно невооруженным взглядом, а тем более, если будут парочку личинок где-то, складочки, вообще не видно. И я джакаранду обсмотрела, ничего вот не увидела, да, вот смылась она вроде хорошо, несколько штучек, я ее довытирала салфеточкой и потом обработала. А на следующий день, сейчас скажу по обработке, на следующий день я ее снова вытащила, даже не через 2 дня. Сегодня я снова их обрабатывала. Я вытащила, посмотрела, и в области цветоноса я увидела 2 опять маленьких вот этих вот крошечки красных. Где-то сволочи вылезли из-под складочки какой-то. Они вот, еще обратите внимание, здесь я вот видно было, сейчас я вам поставлю, покажу. Вот прямо старайтесь, да, вот я сейчас отодвинула подальше вот все, как в медицине. Они сыпятся, падают, и, естественно, падая на свежую орхидею, вы разносите ее на руках, на одежде, протирая одной салфеткой несколько орхидей, вы можете разнести эту заразу по всей коллекции. Поэтому вот, ну, соблюдайте меры вот, профилактики. И вот смотрите, вот обращайте внимание тоже вот на такие, на цветонос с засушкой бутонов, с засушкой зачатков. Вот. Бывает там, ой, у меня на цветоносе засохли бутоны. Имейте в виду. Так что обсмотрите орхидею и на предмет клеща. Они любят вот в этих всех складочках сидеть и кушать все это сочное. Вы уж меня простите, что я так вам подробно рассказываю эмоционально, но это действительно вот прям вот так вот крик души, потому что это я все воспринимаю ужасно, потому что одно дело там 10 орхидей обрабатывать, а другое дело такую большую коллекцию. И все это
перетаскивать в ванну, все туда-сюда, таскание. Поэтому вот прям вот профилактика на первом месте. Если у вас нет, то, пожалуйста, обрабатывайте и весной, и вот осенью на зиму, особенно когда они еще без цветоносов, потому что вот когда уже с цветоносами, вот так вот попробую их обрабатывать. Это, ну, нереально. Теперь по обработкам. Посмотрите, еще раз говорю, Татьяну Семенову видео. Я вот еще ее пересмотрю. Клещ, когда механические части колонии вы можете убрать. Это протиранием листьев, даже если там сел какой-то несколько особей, и вы можете их уничтожить. Протирать листики там подкисленной водичкой, или она предлагает раствором разведения перекиси водорода с водой. Кажется, у нее столовая ложка на литр воды протирать. Потому что спирт чистый, он, ну, все-таки сжигает орхидею. Не то, что сжигает, он снимает у нее защитный слой восковой. Вы же видели на орхидеях вот этот восковой слой, который и препятствует поражению, вот, защищает орхидеи от вот этих нежданных гостей. То есть не на все орхидеи, я вот вам сейчас буду показывать, которые здесь цветущие, не на все орхидеи сел клещ. То есть он на более ослабленные, что ли, выбирает. Или вот, допустим, поражает, но не так сильно. То есть эту взял, он захватил почему-то, а рядом стоит совершенно чистая. Здесь тоже вроде бы соприкасалась с ним постоянно, Фейри моя красавица, а он чуть-чуть вот кладка небольшая на листике. Я уже спиртом протерла, пойдет тоже в обработку. Но мог бы все уже сожрать, понимаете? Они быстро размножаются. Вот, поэтому все зависит от иммунитета орхидеи. И протирая все время, да, спиртом, мы снимаем эту защиту и тем самым открываем ворота не только для клеща, он, понятно, и так сколько надо колоний себе размножиться, но и открываем ворота для бактерий и вирусов. Я, если беру спирт или спирт содержащий, вот у меня салициловый спирт, сейчас вот, к сожалению, в аптеках нет вот действительно этилового спирта, все с какими-то добавками, с глицерином, что тоже нежелательно для орхидеи. Поэтому я беру салициловый спирт, там вроде бы как, да, спирт с салициловой кислотой, и его разбавляю 1 к 1, то есть или 1 к 2. Вот, смотря какой процент. Там есть 1- и 2%. И протираю. Вот, ну, естественно, без фанатизма. То есть, если вот уже вижу, что я за ним охочусь, вот теперь я под микроскопом вижу эти места, и вот покажу вам, потому что я протирала, а потом смотрела, они есть. Вот так вот протираете. Вот прям вот не просто вот так протерли, если будете протирать, а вот так вот раз, вот прям вот так. И вот эти места, вот эти сейчас вот видно, вот эти вот у орхидеи вот так вот находком, и вот так вот аккуратненько, чтобы она не лопнула, но вот ее вот в уголочках, потому что я вот, я же говорю, я под микроскопом протерла, все переворачиваю, опять смотрю, а 2 заразы, 1-2 вот там вот в этой падинке сидят. И вот мы добрались до препаратов. Я сейчас маме отдала, потому что у мамы, естественно, я ей дала пульсацию детку. Она тоже стояла вот там, вот в этом месте. И на ней клещ. Тоже мама не знала ничего. Я такая тоже, представляю, мама тебя не поедает, смотри. Мы протерли, и салфетка оказалась оранжевая. И мама тоже для профилактики, сейчас у нее нет активного клеща,
Тьфу-тьфу-тьфу, вот, сплюнуть. Но для профилактики я ему говорю, мама, обрабатывай, потому что это такая гадость. Если она уже была где-то что-то, то он все равно вылазит через какое-то время. Не знаю, можно ли истребить его окончательно. Не знаю, пока вот я еще вот борюсь. Смотрите, я дала ей карамайд. Карамайд – это карамаита японский. Это все японские будут, японская химия. Я вам сейчас не буду рассказывать о качестве их, на что влияет и как. Это все есть в интернете, можете посмотреть. Карамаита, все это японские препараты. Приобрести их можно в группах, где продают азиатские подростки, орхидеи. Как правило, девочки, есть и сопутствующие товары. Кора, мох и вот химия японская. Смотрите, потому что мне в этом плане повезло. У нас, вы знаете, я пишу вам даже, если что, ссылки, когда выставляю на показ своих азиатских подростков, меня просят. У меня есть Анечка, это хозяйка интернет-магазина в Севастополе. Я ей позвонила, приехала и купила. У нее большие эти емкости, и она мне отлила. Я ей благодарна, моя выручалочка, говорю. Но она говорит, я сейчас не высылаю химию, потому что холодно. В морозы и в холода она химию не высылает. Поэтому даже вот я сейчас вам дам где-то ссылку, но вы не получите. Смотрите ближайшие свои, или в городе у вас есть, или как. Ну, естественно, остерегайтесь подделок, то есть покупайте у проверенных продавцов. Все эти препараты акарициды или инсектоакарициды. Вот карамаид окажется чистый акарицид, то есть против клещей. Эти все три препарата, они инсектоакарициды, то есть действуют на клещей и на насекомых вредителей. Там трипс, белокрылка, тля, щитовка и так далее. Единственное, я вот не помню, вот я точно помню, что вот Аники препарат и вот Мовента, Флорабл, они действуют на все стадии клеща. А вот Double Face, не помню, на яйца он действует или нет, не помню. И все они, кажется, системники. Что такое системный препарат? И контактно-системный. Контактный – это он при попадании на клеща, на его, да, на самого клеща всасывается, и у него там происходят процессы паралитические, и он погибает. И системное действие – это он всасывается в сок растения. И когда личинки, яйца, да, вылупляются, личинки начинают уже этот сок сосать, то также погибают. Это получается очень хорошо. Это по типу как Актара действует на насекомых. То, что получается более длительный срок. В интернете даже про карамаита пишут, что достаточно одной обработки, так как это системный препарат, и он будет долго действовать, и, то есть, ну, вы как бы уничтожите, да, колонии будут вылупляться, а будет курсировать этот препарат по растению. Но если бы это было так просто, то бы, я думаю, видео по этому поводу люди не снимали. То есть все равно не получается вот так вот истребить за один раз. Советуют четырехкратно, 3-4-4-кратно обработку, а то и 6-кратную, и желательно разными препаратами. Вот Мариша, у нее была серия видео, где она обрабатывала от клеща. Посмотрите, у нее там немножко другие препараты. Это Flower. Она прям там подробно показывала, как она тоже мыла их и промывала, и это, на улице их травила. Это по осени, кажется, она делала. Посмотрите. У Петра есть также видео, у Ирины есть видео. Вот единственное про промывание перед обработкой. Вот у меня вот
немножко сомнения закрались, не загоняю ли я этого клеща, не смываю ли я глубоко в грунт его. А потом он вот так вот потом через какое-то время вылазит. Я же протравливаю, я сверху опрыскиваю препаратом. Я его смыла вот сюда. И потом он через какое-то время раз-раз и выполз. Что-то вот меня не буду так душевать перед обработкой. Я вот 2 дня продушевала их, а вот сейчас не буду. Буду просто протирать, вот, как я сказала, спиртовый такой растворчик 1 к 3, чисто снять пыль, потому что я все их просмотрела на том подоконнике. Я вам сказала, что увидела только вот у парочки чуть-чуть там и там кладки, но надо травить все орхидеи. И вот я сейчас не только травить, надо, вот я эту и полку вымыла под душем горячей водой и протравила дезсредством, все обрызгала. И шторы дезсредством, и окно помыла. В общем, вот потому что может сидеть и все заново пойдет. Так, смотрите, аники разводятся, не все разводятся 1 миллилитр на 2 литра воды. Вот, но я делаю даже 1 миллилитр на литр, посильнее раствор. И менять их надо, то есть каждый раз по-разному. Вот я сейчас обработала, у меня был вот карамаита. Сегодня вот я обрабатываю аники. Вот, потом у меня будет, наверное, или Мавента, или Double Face. Мавента, он пожестче препарат. У него должно быть хорошее проветривание. Вот я единственное, мы читали с мамой, изучали. Он более жестче, там индивидуальные средства защиты. Прям, ну, для всех их желательно, конечно, маску, все. Но у Мавента, кажется, он более вот злой в этом плане. Такой. А вот эти помягче, ну как помягче, менее токсичные для, ну, пишут вообще не токсичные для пчел, для животных, ну, для людей, малотоксичные. Но все равно советуют средства индивидуальной защиты использовать, там маску, перчатки. Вот. Возможно, Double Face пройду, а Мавента оставлю, уже потеплеет, чтобы можно было на балкон открыто выносить их. Вот у меня большой подоконник и раскрытые окна, и вот прям протравливать, чтобы они проветривались. Потому что вот, ну, почитайте в интернете еще, выберите для себя, какие можете препараты, какие приобретете. Еще у меня Аберон. Аберон также от клеща, и это тоже у меня есть. Но я его покупала уже давненько, тоже на разлив, на рынке у мужичка, который торгует этой всей химией. И не знаю, то есть я сейчас взяла свежую, буду свежую обрабатывать. Тот Аберон оставлю как бы, ну, оставлю, пока оставлю. И еще дополнение. При разведении этого препарата в раствор надо добавлять по инструкции прилипатель и какой-то антистресс. Я добавила циркон. У меня прилипателя нет. Я его заказала. Буквально на Вайлдберрис придет на днях. То есть уже будет у меня последующие обработки с прилипателем. Вот, там любой прилипатель, посмотрите. И антистресс тоже HB101, затем циркон, потом, что там еще советуют, ну, почитайте, много, есть прям просто антистресс, раствор разных фирм. И я циркона, я вот Петра смотрела, он там, кажется, прилипатель не добавлял, но я буду прилипатель добавлять, уже 3 делать такую. Он циркона много наливал, там, кажется, миллилитр на 2 литра воды. Я налила пол-миллилитра на литр, потому что у меня прилипателя нет. А у него такие вот мыльные свойства, знаете, пенится так, вот такой вот такой раствор у него получается для удержания. И
антистресс, потому что это все химия для растения, конечно, будет нагрузка. И еще, пока не забыла, наболтала вам много, по советам обрабатывают вот разными препаратами через 7-10 дней. Меняют и обрабатывают. Ну, вот такие рекомендации, чтобы не вызывалась резистентность к этим препаратам у клеща.